Мои любители прекрасного, наконец мы с вами прибыли в Outlet Mall. И что мы видим? Коронавирус не повод отменять шопинг. Всем привет! Меня зовут Оксана, и мы приехали в прекрасный Outlet во Флоренции Mall. Сейчас начались двойные скидки, и я уже предвкушаю, что же я себе такого прекрасного куплю в этой скидке. И сюда ринулись все модники мира. Приступим. В эту поездку я хотела выбрать именно белые сникеры. Выбрала себе белые, но с белыми звездами. Выбирать обязательно с высокой пяточкой, внутри кожаные, потому что текстильные они натирают. Почему белые? Потому что белые, смотрите, как эффектно смотрится именно под черный лук. И, ну, как бы подходит вообще, в принципе, подо все темное, да и светлое тоже. Но эффект не выглядит именно под темное. Выбирать именно на высокой подошве, они выглядят очень-очень стильно, как видите. В следующей поездке я буду выбирать себе шлепки, но не такие спортивные, какие-нибудь более женственные, но вот такие подойдут именно для пляжа. Отличная цена для базовых шлепок Prada. Черные, красные, белые. 110 евро всего. Почти все сникеры стоили 250 евро. Но также есть спецпредложения 60, 100, 150. Они прям указаны на полках, что это специальная цена. Miu Miu и Prada — это идеальный магазин для выбора себе базовых сникеров и на высокой подошве, и кеды, великое множество моделей. Мне не понравилось, но простовато. 250. О, 250. Золото, бриллианты. 250 евро. Здесь, конечно, сумочный рай. Miu Miu, классика, спорт, все что угодно. Цветов просто миллион. Знаменитый бумбэк, напоясная сумка, которая покорила весь мир. И косметички а-ля Фурла. Такая классическая черная модель. Меня очень покорили эти лоферы после просмотра уже видео. Я не знаю, то ли мне хочется весны, хотя я никогда не носила лоферы. Но эти мне прям понравились. Вот мама грубые ботинки присмотрела себе. Много веселеньких цветов. Вот как раз на весну. Грубые сапоги, то, что сейчас в тренде. И для Венеции, даже в экстренной ситуации, когда затопило Венецию, можно выглядеть прекрасно. Вот, пожалуйста, предлагает мама. Много очень классики. Вот это, кстати, специальное предложение 60 евро. И такого предостаточно здесь.
казаки, которые не выходят из моды. Я бы выбрал, наверное, без вот таких деталей. Но отделка и в целом модель мне очень-очень нравится. Вот такие фантазийные. Кстати, много ботфортов. Ну, как-то я передумала на этот счет. Хотела ботфорты. Хотя все говорят, фу, ботфорты. Не знаю. Работаю в люксе. Практически все красивые девушки приходят в ботфортах. Да. Да, вот такие фантазийные. 223 евро. Хотя впереди они абсолютно классические, женственные. И вот такие подойдут тем, кто любит бохо стиль. Очень удобно, я думаю. Ну, это, конечно же, для смелых девушек. Хотя в аксессуарах и в обуви, я считаю, вполне анималистичный принт можно носить и нужно. Но это для смелых, конечно. Вот много классики для тех, кто ходит в офис. Мэри Джейн, вот это на подъеме, там были ремешки на модели. Культовая модель. И сейчас очень-очень в тренде именно грубая обувь. Там мама показывала коричневые, вот такие же черные. Ну, в тренде вот на сплошной подошве, что ей не близко, слева стоит. Или вот такие веселенькие. Веселая отделка, но в тренде. Ну, это для ультра модных девушек, конечно. Итальянки очень любят мужские ботинки в женском гардеробе, хорошо их сочетают со всем, чем только можно. У нас, конечно, только модницы умеют их носить, на мой взгляд. И новый итальянский тренд — это две собаки в одной коляске. Одной породы чаще всего. Даже мой мозг это не сразу воспринял. Но чем бы дитя не тешилось, как говорится. Очень возлагала большие надежды именно на Сен-Лоран. Хотела найти сникеры именно там, по совету одной из самых известных блогеров нашего времени. Хотя потом она сказала, что они самые неудобные, что я почувствовала абсолютно сразу. Вот, кстати, самые культовые и самые желанные последние, там, я не знаю сколько, 2 года назад. Все хотели эту модель. Сейчас в аутлете их очень много в разных вариациях. Они, конечно, нереальные. Я их хочу, но понимаю, что они будут лежать так же, как вот те классические лодочки. Скорее всего. Трибьюты. Мне кажется, они уже отошли лет 5 назад, но все же я вижу иногда девушек в них. Очень много полуботинок, полусапог.
Опять анималистичный принт. Сейчас он, на самом деле, на мой взгляд, сейчас в тренде все, но он очень заметен. Итальянки вот его очень любят. Металлизированные какие-то отделки. Я искала себе на самом деле еще берцы, военные ботинки, назовем их. Вот они как раз сейчас мама их покажет. Они оказались абсолютно деревянными. Я выбрала другие. Возможно, когда я буду записывать видео про то, как добраться до Outlet Mall, я вам покажу свои покупочки. А такие красивые. Боже ж ты мой. И вот они, те сникеры, на которые я возлагала надежды. Но они абсолютно неудобны. Даже видно, что пятка низкая и прям очень сильно неудобно. Кстати, еще обращайте внимание на то, что где начинаются шнурки, чаще всего вот эти швы, они очень сильно давят. Я повторяю постоянно очень, потому что это действительно так. Вот. И еще один вид анималистичного принта. Кстати, вот такой каблук очень стильный. Вообще, Сен-Лоран это мега модных вещей. И обувь, и одежда. Но в этой поездке мы делали упор именно на обувь, потому что мы себе ее искали. Все безумно красивые. Все бы вот из этого носила, если честно. Под черное, конечно. Вот тоже классный, вам говорю. Очень хотелось мне что-то купить в Сен-Лоран, но, к сожалению, ничего я себе так не нашла. То, что я хотела именно на каждый день. Здесь такое, конечно, больше всего, на мой взгляд, помпезное. Хотела стильное, но чуть сдержанное. Обожаю Мол за то, что здесь не только делаешь покупки, а наслаждаешься этими шикарными видами. Классная, кстати, кафешка, в которой мы все время обедаем. Мне всегда там очень вкусно. Как здесь прекрасно. Хочется возвращаться постоянно. Зашли также в Роберто Кавалли. Там Роберто Кавалли класс. Все линии представлены. Но особо ничего не приглянулось. Вот сникеры всего 86 евро. И вот как раз таки то, что я буду искать в следующей поездке. За 103 евро шлепки, чтобы дойти до пляжа. Ну или прогуливаться по прекрасным набережным Италии. Такие более классические. Я, кстати, не люблю, когда каблук кожаный, он очень портится. И такие, кстати, прикольные, но не было размеров. 160 евро. Я бы их купила. 160 евро, и следующие стоили столько же, 160 евро. Опять немножко красоты вам. Нереальная природа, конечно. И что удивительно, мы купили ботинки именно в Хлое. Все по-разному называют этот бренд. Ну, я говорю на русский лад. Именно Хлоя. Хлоя.
Очень много моделей. И культовых, и новых с новым дизайнером. Но они без двойной скидки. Это с двойными скидками 148 евро цена. Ценник всегда на правой полупарке. Здесь вот дважды минус 50. С таким железным металлизированным каблуком. Ну и цена высокая, 462. Я выбрала низкий, без металлизированного каблука. Сейчас вы не можете его увидеть, потому что они на мне, в общем. Вот такие, только короткие. Классика также присутствует. Не такая странная, на мой взгляд, на любителя. Естественно, китайцы на заднем плане. Вот такие я лично не люблю, они не женственные, но многие покупают, чтобы очень хочется одеть на отдыхе каблук, но это неудобно, а хочется быть повыше многим. У меня с этим проблем нет. И люди покупают вот такие себе сандалии. Босоножки в мамином стиле. Ну, на мой взгляд, красивый и невысокий каблук. Кстати, самое важное, обращайтесь к консультантам, они могут вам вынести очень много моделей, которых не представлены в зале, цвета другие. У меня таких историй очень много, когда я купила очень много верхней одежды, которой не было в зале. Вот, и они подскажут и по ценам, потому что итальянцы очень ленивые, они не переклеивают цены. Здесь, кстати, вот половина зала была переклеена, половина не было переклеена, ценники. Вот, поэтому, если есть такая возможность, обращайтесь. Но если, конечно, вы хорошо владеете языками, то обращайтесь и к иностранным, ну, именно к итальянцам, там разные народности работают. Но свои, конечно же, по доброте душевной и как соотечественники тебе помогут, принесут что-то необычное, того, чего нет. Вот, кстати, все желанные модели. И вот на одной ноге у меня высокие, на другой низкие. Я прокомментирую потом, что это как коньки. Это тоже пирейс. А другая девушка мерила и сказала, что низкие врезаются им в ногу, а мне было очень-очень комфортно. Вот. В итоге я выбрала низкие. Но мне почему-то кажется, я их отдам маме. Она пока это не слышит. Ну, посмотрим. У нас часто так бывает, размер одинаковый. Вот, китайская представительница снимала меня на видео. Да, очень много слова такое используем в продажах, перекупы, которые закупаются и продают уже по более высокой цене. Ну, молодцы, почему снабжают народ модными вещами. Свой китайский. Вот. Интересно, конечно, бутик, то, что вокруг он, просто как стеклянный домик. Раньше такого здесь не было. Я начала ездить сюда с 2006 года. Сами открыли, как сюда доехать. Здесь было немного брендов, но это, кстати, самый
Единственный, наверное, на мой взгляд, где представлены практически только люксовые бренды. Среднего сегмента здесь очень-очень мало. Вот. И мне кажется, здесь представлены самые лучшие. Я всегда что-то нахожу. Возможно, это одна вещь, но она та, которую я ношу каждый день, и та, которая действительно мне нравится. Спасибо, что со мной путешествуете. Путешествия наши будут продолжаться. Это, кстати, вот эту модель я безумно хотела много-много лет. Сейчас как-то перегорела, спокойно абсолютно. Наверное, когда чего-то очень много, меня это не интересует. Вот, я иду и оформляю такс-фри. Не забудьте оформить такс-фри. До новых встреч!